Добрый день. Сегодня у нас в гостях мой старый друг и знакомый Андрей Поротников. Он только что прибыл из Беларуси с всякого рода интересными информациями изнутри этой некогда открытой, а сегодня уже, в общем-то, достаточно закрытой страны. Мы хотели бы поговорить с Андреем и с вами, соответственно, о ситуации между Украиной и Беларусью, которая сейчас тяжелая и непростая в связи с военными действиями. В этом смысле, Андрей, интересно, вот как белорусы сейчас воспринимают эту всю войну и украинцев, и вообще вот всю эту ситуацию? Добрый день, Павел. Добрый день, уважаемые зрители. Воспринимают на самом деле очень тяжело, потому что, конечно, то, что произошло год назад, это стало такой неожиданностью. Настроения были скорее, что такой полномасштабной войны невозможно, тем более, что в том числе и белорусская территория, она использовалась для нападения на Украину. Можно обсуждать, по какой причине, скажем так, благодаря или вопреки воле белорусских властей, но тем не менее, некоторым образом Беларусь оказалась втянута в эту войну и попала под еще более жесткие санкции, чем были до того как. Если говорить о текущих настроениях, то можно констатировать, я бы сказал, рост антиукраинских настроений, причем это очень специфическая тенденция. Она затрагивает она не перерастает в рост пророссийских настроений. То есть, в основном мы наблюдаем рост антиукраинских настроений среди, условно назовем так, протестной части белорусского общества, или, если хотите, прозападной, которая изначально, с момента начала войны, симпатизировала Украине. А что произошло? Это как бы несбывшиеся надежды или там наоборот плюнули в душу, как говорится? Тут проблема в том, что информационный фон, который сопровождает войну, он крайне неблагоприятный. Масса инцидентов такого политического характера, масса информации о том, что, например, официально Киев блокирует связи или участие белорусской политической миграции в разного рода мероприятиях с участием официальных должностных лиц в странах Евросоюза, что по просьбе Украины не вводятся дополнительные санкции против Минска. И, соответственно, это вызывает подозрение о том, что, в общем-то, между, скажем так, правительством Зеленского и правительством Минска есть определенные договоренности или надежда на такой, говоря прямо, договорняк. Вторая история связана с поведением украинских чиновников и рядовых украинцев в социальных сетях, в интернете. Масса оскорблений по национальному признаку, каких-то требований и обвинений, которые простые белорусы не считают уместными. И, соответственно, в общем-то, спрос на проукраинскую позицию постепенно, но уменьшается. Это довольно серьезный вызов для белорусских оппозиционных политиков, которые как раз-таки придерживались позиции симпатии к Украине и там, скажем так, ставят на победу Украины в войне. Но на текущий момент это делать все сложнее, и поэтому уже в обозримом будущем, я думаю, что перед белорусскими политиками будет стоять дилемма, как, с одной стороны, продолжить поддерживать Украину, то есть продолжить, скажем так, действовать исходя из ценностных соображений. Ну а с другой стороны, объяснить собственным потенциальным избирателям, почему целесообразно и необходимо поддерживать Украину, несмотря на весь тот негатив, который льется на белорусов со стороны, в общем-то, украинских медиа и украинского сегмента интернета. Это будет очень непросто. А чем можно объяснить вот этот негатив? С точки зрения банальной логики, это кажется странным. И, в общем-то, в данной ситуации даже стрелять себе в ногу, я бы сказал. Зачем на этих белорусов вешать собак? Сложный вопрос. Во-первых, понятно, что украинцы находятся в очень тяжелом психоэмоциональной ситуации. Идет война, очень многие люди потеряли своих близких, знакомых, друзей.
Практически все потеряли какую-то часть своего имущества, многие вынуждены были покинуть свои дома, и люди просто находятся на взводе. Естественно, они не в состоянии, да, наверное, не стоит ожидать, что они начнут вникать в какие-то подробности внутри белорусской ситуации, там, белорусской политической обстановки. Второй момент, безусловно, это некоторым образом это информационно-психологическая операция со стороны России, которая, в общем-то, таким образом как бы вносит свой разлад в белорусско-украинские межчеловеческие отношения. И вносит довольно успешно, надо признать. Третий момент, что это все-таки белорусы и украинцы – это разные народы, находящиеся в разных реалиях. И до сих пор сохраняется еще с советских времен такой подход и в Беларуси, и в Украине, что вот они такие же, как мы, но просто немножко другими. И поэтому другие. Поэтому мы переносим собственный опыт, собственные возможности и собственные обстоятельства на людей с другой стороны границы. То есть мы считаем, что если вот у нас происходит то-то и то-то и то-то, как они могут нас не понимать? И в обратную сторону то же самое. Поэтому в данном случае во многом это процесс закономерный, процесс расхода реальностей политических, социальных, двух стран, которые оказались в очень разной обстановке и которые, в общем-то, живут в разном ритме. Вот если предположить, что, ну, допустим, в этом году конфликт каким-то образом закончится. Сложно даже загадывать, каким, это на данный момент преждевременно, но какое будущее может быть у украино-белорусских отношений именно на уровне двух народов вот после всего этого? Безусловно, это потребует очень серьезной работы двухсторонней, и далеко не факт, что будет желание эту работу проводить. Потому что, как я сказал, что в основном рост антиукраинских настроений идет за счет людей, которые ранее занимали проукраинскую позицию. Надо понимать, что рост антиукраинских настроений, он не перерастает в рост пророссийских. На самом деле люди занимают такую позицию: чума на оба ваших дома. В чем отличие, скажем так, людей с пророссийской позицией, которые придерживаются антиукраинских, соответственно, настроений, от людей, которые симпатизировали ранее Украине? То есть первые, они исходят из того, что основная проблема не в украинцах, как и в людях, а в том, что у них вот плохие политические элиты, Запад вмешивается, спровоцировал войну. Если это все каким-то образом закончится, безусловно, победой России, то, соответственно, рано или поздно, скорее всего, рано, отношения между народами восстановятся, ведь они такие же, как мы, и вот мы там когда-то вместе жили, и почему бы не продолжить это делать дальше. У вторых позиция немножко другая, они не делают различия между народом Украины, украинскими какими-то ньюсмейкерами и украинскими политиками. То есть для них это все едино, и это означает, что вот это, среди этой категории антиукраинские настроения, они более устойчивые, более глубокие. И одновременно это та же категория людей, которая выступает за европейский выбор Беларуси, демократический выбор Беларуси. Как долго может занять восстановление отношений? На самом деле очень много будет зависеть от политиков и с той, и с другой стороны. Если они будут действовать правильно, то это может произойти достаточно быстро. Мы можем вспомнить исторический опыт, конечно, любые исторические параллели, они хромают, но совместный военный парад Бундесвера и армии Франции состоялся в 1964 году, то есть через 19 лет, менее одного поколения, после очень кровопролитной и жестокой войны. Тут между Белоруссией и Украиной, конечно, такой войны не было. Скажем так, крови как фактора, который разделяет наши народы, это может произойти достаточно быстро, но в любом случае это должна быть работа с позитивным фоном. Пока что ни с той, ни с другой стороны, в силу текущих обстоятельств, никто эту работу делать не будет, потому что, понятно, Украина воюет, стоит вопрос о ее выживании. У Беларуси есть куча внутренних проблем, которые тоже не очень понятно, как решать. Плюс есть внешний фон негативный. Так что впереди, что называется, непочатый край работы именно по восстановлению и возобновлению гуманитарных, межчеловеческих отношений между нашими странами. Надеемся, что эта ситуация разрешится все-таки так рано или поздно, но люди снова будут общаться и более-менее
позитивно воспринимать друг друга. Андрей, спасибо большое. Да, спасибо за Всего приглашение. хорошего.